Очень важно для всех, неважно, в B2B вы или в B2C, неважно. Вы делаете рилсы, вы делаете виральные штуки, вы делаете красивый визуал, набираете подписчиков. Но есть одна вещь, которую вы реально должны знать. Есть люди, у кого по 500 тысяч подписчиков в Инстаграм. И они ходят на работу как наемные сотрудники. Это не панацея, то, что у меня стоит здесь большое число на экране, что это равно большое число моим числу на счету. Это не панацея. То есть, потому что они не хотят продавать. Они боятся продавать, они все хотят, чтобы клиент пришел к вам и сказал: окей, скажите там: Володя, я вот там просмотрел, мне все нравится, расскажите мне 2 вещи, я все хочу купить, сейчас решу VIP-пакет у вас купить или стандарт. И в этот момент даже, что мы думаем? Он хочет купить. Нет, ему нужно продавать. Потому что если я сейчас начну делать то, что делают 99% продавцов, а это автоматически что? Рассказывать про эти пакеты. Я 100% начну рассказывать про эти пакеты. В этот момент я сам совершу самую грубую, грешную ошибку, которая написана в Библии продаж. Я сделаю то, что человек скажет: о, я подумаю. Вот что он скажет. Потому что он теперь будет думать, VIP или не VIP брать. И пойдет думать. И в какой-то момент он пойдет думать и попадет на другого продавца, который ему именно продаст то, что ему надо. Если человек вам не звонит и говорит: здравствуйте, куда деньги переводить, мне нужно проводить его по всем этапам. Это первое, что мы всегда должны знать. Человек делает любой запрос. Он спрашивает: здравствуйте, сколько стоит? Здравствуйте, а есть у вас еще места? Здравствуйте, а будет ли 2 часа или 1 час? Что это такое? Знаете, как это называется, когда человек вот эту вещь говорит? Это сигнал о покупке. Это сигналы о покупке. У меня может быть интерес о цене, да, то есть как бы кто-то куда-то сходил, мы сидим и, допустим, Мила говорит: а у нас пляжи стоят в 10 раз дороже, чем там в Испании или в Греции, допустим. Я, потому что хожу на пляж, я тоже думаю: а сколько же они тогда у вас стоят? Для интереса, да, и понимать, а если я там буду, как вообще я тогда с этим буду жить, если я там буду, туда приду, и вот оно будет стоить. Но обычно, если человек делает запрос, ему, значит, уже у него где-то в голове это надо. И это сразу у меня сигнал должен включаться: стоп, этот человек хочет купить. Я не знаю, сейчас или на будущее, я этого не знаю. Я знаю, что он хочет купить. И я начинаю выстраивать с ним коммуникацию, которая должна привести его. Почему я говорю, в дорогом продукте работаем? Стараемся работать в дорогом продукте. Потому что я его привожу face-to-face на продажу и закрываю. Потому что у Милы дешевый продукт, у Кристины был, по-моему, она говорила, дешевый продукт. И за 20, 30, 40 евро вы никто не будете с ними созваниваться и говорить, потому что это будет тогда, потеря времени. Это закрывается или через переписку, или через голосовое сообщение, или ведется там на лендинг, где там есть уже объяснение, все, и там закрывается. Или. Так вот, возвращаемся к пункту продажи. Мы сейчас делаем шаги. Но ваша задача к этим шагам, которые мы делаем, получаем узнаваемость, да, то есть смотрим, чтобы привлекаем на себя внимание, кричим: эй, мы здесь, вот мы здесь. К этим шагам моя задача сказать: окей, что я сейчас буду делать, кроме этого? Что я еще могу сделать? Сделать то, что пользуются практически все компании. Большие компании, концерны. Чтобы вы понимали, Google платит 20 миллиардов Apple, 20 миллиардов каждый год за одну маленькую услугу. За то, что когда вы заходите в Safari, у вас открывается Google сервис первый. За это уже по приори сразу там стоит, сразу Google сервис. А это 14% дохода всего Apple. И это называется то, что они используют, где мой клиент и с кем я могу работать совместно, кто обслуживает моего клиента. То есть, допустим, если я просто-напросто работаю в B2C, я не могу взять трубочку и звонить, я беру и начинаю думать: окей, где находится, на каких конференциях, на каких встречах находится мой клиент, где он может быть. И там у нас есть клиент А, клиент Б и клиент С. И первым, что я должен сделать, клиент С отрезать, забыть, сказать: нахрен его, и он мне не нужен.
а пойти в клиента А, потому что я тогда буду терять свое время. Где мой клиент А к определенному продукту? Я понимаю, если ваш продукт стоит 20 евро, то вам нужна тогда массовость. То есть тогда я иду и продаю, и веду переговоры с человеком, который обслуживает мою целевую аудиторию. Допустим, иду в сообщество и говорю, давайте я у вас там выступлю. Выступлю вот с этой темой бесплатно. И со своей стороны потом в конце дам им пользу, дам им что-то. Допустим, 3 видео бесплатно. Тем самым переведу их себе в базу данных. А там буду продавать. И если бы, допустим, возьмем Дениса, у него была бы такая штука, я бы сказал, Денис, и самое интересное, что у меня есть программа, она партнерская, то есть ты по своей базе мой продукт запустишь. И все, кто купит, получат денежку. Ты еще получишь денежку. То есть я поделюсь с тобой. Да, а у него там, допустим, аудитория там 5000 людей. И я на его аудиторию провожу, запись остается, я их перевожу, им даю бесплатную, кидаю его ссылку ему и себе, чтобы он заработал бы. И он зарабатывает, и я зарабатываю. Но, можно сказать, так это же чистый маркетинг. Но если я с Денисом не договорюсь, и ему это не продам, весь этот маркетинг будет пшик. Потому что я не смог донести Денису, почему я должен у него выступить бесплатно на его аудиторию и продать еще свой продукт. Это та же продажа. Только я договариваюсь с ним, потому что он ключевое звено. Если вы фотограф, что я делаю? Допустим, у нас есть фотограф Алена. Что я делаю? Думаю, кто обслуживает моего клиента, и мы не конкуренты, ну никак. Кто это? Это диджеи. Они, по-любому не будут фотографировать, они диджеируют. Грубо говоря, если я могу фотограф там на свадьбу фотографировать. Кто мой клиент? Кто цветы продает? 100%. Потому что люди приходят на свадьбу, и там у них есть 100% люди, которые, они пришли, цветы, декор, им нужен музыкант, ведущий, фотограф. Это получается, мне нужно договориться с декораторами, отфотографировать их, показать фотографии, дать им фотографии эти. Во-первых, им могу продать, сделать спецусловия, да. Второе, что я могу сделать, это договориться о рекомендации. Сказать, я к вам буду посылать, и вы ко мне будете посылать. Вы будете с этого зарабатывать, и я буду с этого зарабатывать. Когда я вам посылаю, я зарабатываю. Когда вы мне посылаете, вы зарабатываете. И вы при этом ничего не делаете. Только скажите, идите вот к Володе, к Тане, к Пете, и все. То есть на пустом месте. Но нужно вот это договориться. То есть нужно провести эти переговоры. Это тоже продажа. Потому что продажа – это не только, когда я сел с своим клиентом и с ним говорю, если у вас маленький продуктик, то мне невыгодно клиенту по 20 евро ему говорить, купи, купи, купи. Или объяснить ему преимущество, выявить его доминантный мотив. Это не нужно. Вы тогда продаете через командную игру. Это инструмент, который очень мало делают. Это чистые переговоры, договаривание о вещах, не в прямых продажах, когда я напрямую с клиентом говорю. Но если мой клиент мне очень доверяет, я с ним работаю, да, то есть, грубо говоря, и мне нужен психолог, а мы договорились, допустим, с Милой, то есть, и я говорю, слушай, тебе вот это нужно, иди то есть, у меня есть партнер, с кем я работаю, иди к Миле, он приходит уже, я не с холодным клиентом говорю, а с теплым клиентом говорю. А теперь вернусь к ребятам, которые работают в B2B. Это, чистый B2B, то есть это SEO, это ивент-агентство, то есть это сайты. То же самое будет работать. Моя задача подумать, кто там обслуживает моего клиента, с кем я не конкурирую никак. У него уже есть мой клиент. Он уже потратил деньги, силы, время, рекламу. Он уже у него есть. Мне нужно подойти к нему и поговорить. То есть это копирайтеры 100%, которые пишут тексты. То есть мне нужно просто взять копирайтеров, позвонить им и с ними поговорить. Сказать, слушай, смотри, вот такие вещи делаю, это можно запаковать по-разному. Смотри, вот ты это делаешь, я делаю вот такой чекап страницы совершенно бесплатный. Как для тебя это бесплатно, я тебе даю 10 сертификатов, он у меня стоит 150 евро, для тебя он совершенно бесплатный. Ты своим ребятам говоришь, смотрите, если покупаете у меня, вот вам еще даю это в подарок. Он вам ничего не стоит. То есть ты этим самым лучше себя продаешь. А они ко мне приходят, я им продаю SEO. Когда я им продал, ты получаешь процент. Как тебе? Он говорит, да охрененно. Конечно, я пишу, вот они у меня здесь. Когда они думают, я говорю, ребят, мы еще чекап вашей страницы делаем, это наши партнеры, мы с ними работаем, отлично, приходите. Я начинаю продавать Дениса за него.
этому теплому клиенту, который я уже продаю. И он приходит к нему, говорит, вот у меня за 150, проверяйте мне этот самый. Я говорю, да, все, как бы у вас сертификат, проверяем, вы пришли от партнера, да. И он начинает с ним вести коммуникацию. Он начинает продавать ему. Это очень сильный инструмент, по-немецки называется хук и пак и маркетинг, такое слово тяжелое, такой обнимательный маркетинг, когда мы берем, грубо говоря, и переносим другого туда, где я хочу быть, грубо говоря, потому что у него там его клиент, да, то есть или он меня переносит туда, куда я хочу быть, потому что у него там мой клиент. И мы тем самым помогаем друг другу. То есть это работает, говорю, как в B2B и в B2C. Моя задача подумать, кто, кому аудитория моя, кому я могу поговорить, сделать с ним коллаборацию, и все, вот у меня клиенты. Сразу же.